Друзья, всем привет! Итак, начинаю передавать знания с самого нуля, как я и обещал. Ну, что такое бинарные опционы, как выполнять депозит и как заключать сделки, я уже объяснять не буду, я думаю, это вы знаете все сами. В этом видео речь у нас пойдет о японских свечах. Меня многие просили сделать ролик по японским свечам, и сейчас мы это с вами разберем. Итак, что у нас такое японские свечи? Это у нас диапазон движения цены. Я думаю, понятно, что зеленые свечи – это движение цены на повышение, а красные свечи – это движение цены на понижение. Если у нас свеча на понижение, то открытие свечи у нас находится всегда вверху. Если у нас свеча на повышение, то открытие находится всегда внизу. Открытие берется не от тени, открытие берется от тела свечи. Теперь, что такое тело и тень свечи? Сейчас мы чуть позже более подробно это разберем. Давайте просто пробежимся. Вот это вот толстая область – это тело свечи, и вот здесь вот такие вот полосочки – это тень свечи. Итак, здесь у нас стоит таймфрейм 5 минут. Следовательно, одна свеча – это промежуток длиной в 5 минут. За 5 минут происходили вот такие вот движения цены. Далее возьмем, к примеру, вот эту вот свечу. Здесь у нас прошла 5-минутка, вот здесь вот прошло 5 минут, и открылась новая 5-минутная свеча. Если мы возьмем таймфрейм 1 час, то одна свеча – это у нас 1 час. Я думаю, это понятно. Внутри свечей в больших таймфреймах формируется множество свечей меньших таймфреймов. Допустим, одна свеча часовая – это 2 30-минутных свечи, 30-минутка – это 2 15-минутки, ну и так далее. Итак, теперь давайте я покажу то, как формируются наши свечи. Для тех, кто немножко не понимает их сути. Опять же, вернемся к теням. Здесь у нас находится наш минимум свечи, здесь у нас находится наш максимум свечи. Чтобы понять формирование свечей, нужно открыть зонный график. Что на зонном графике в принципе вообще можно делать? Только находить уровни. Ну и возможно какие-то фигуры технического анализа. Больше смысла в зонном графике я не вижу. Ребят, запомните, что свечи, японские свечи, это самый сильнейший индикатор, который только может быть. Я лично не знаю индикатора сильнее, чем японские свечи. И японские свечи, да, это индикатор. Для стабильного заработка, для стабильного выхода в плюс нужно просто изучить японские свечи, запомнить свечные формации, выявить для себя закономерности, ну и в принципе понять, как вообще происходят эти рыночные движения. Понять не только рынок нужно, но и себя самого. Потому что выход в плюс – это психология. Все зависит только от ваших действий, ваших эмоций. Делайте, конечно, то, что вам удобнее всего, то, что вам комфортнее делать. Здесь уже смотрите сами, но я бы вам порекомендовал изучать именно Price Action. Потому что вам не нужно будет зависеть от индикаторов других, и также вы спокойно сможете переживать все рыночные волнения. Потому что при Price Action вы под рынок подстраиваетесь. И вы улавливаете саму суть рыночных движений. Ну, Price Action мы будем разбирать в следующих видео. Теперь давайте посмотрим, как у нас формируются свечи. Давайте, знаете, как сделаем? Я сделаю скриншотик 5-минутной свечи. Теперь вставлю его на зонный график, чтобы было понятнее. Вот так вот примерно. Итак, смотрите. Это у нас, помним, 5-минутная свеча. Вот наш диапазон движения цены. Смотрим. 23.55. То есть, давайте, чтобы было более понятно, сделаю вот так вот. Вот это на зонном графике наша свеча. Наша 5-минутная свеча, поскольку здесь промежуток от 55 минут до конца часа. Немножко подправил, чтобы было более понятнее. Итак, смотрим, где у нас произошло открытие нашей свечи. Вот здесь, поскольку здесь у нас начинается 5-минутка. Открытие свечи, помним, находится при свече на повышение внизу. Это у нас конец тела свечи. Тело свечи – это вот эта вот большая область. Вот я его обозначил стрелочкой. Вот у нас наше открытие. Далее мы видим, что на зонном графике цена пошла немножко на понижение. Вот у нас небольшое движение цены. Теперь смотрим, проводим линию. Это у нас сформировалась наша тень свечи. То есть сначала свеча была направлена на понижение, но потом произошло движение вверх, и от движения вниз остался вот такой вот след в виде тени. Далее цена стала выше открытия, и свеча сменила свой цвет на зеленый. Еще раз объясню на всякий случай. Цена пошла на понижение, у нас формировалась красная свеча, далее цена пошла на повышение,
стала выше открытия, и свеча сменила свой цвет на зеленый. Далее цена у нас шла на повышение и дошла до максимума. Опять же провожу линию, стрелочку. Вот здесь наш максимум. Опять же, это наша тень. То есть тени формируют максимум и минимум свечи. Еще раз напоминаю. Потом мы видим движение на понижение. Вот оно. И здесь наша свеча закрылась. То есть 5-минутка у нас истекла. Опять же провожу линию, которая ведет нас вот сюда. То есть к концу тела свечи. При свече на повышение закрытие свечи находится у нас сверху. При свече на понижение находится снизу. Думаю, все логично и все понятно. И, ребят, еще насчет теней. Тени для меня это, наверное, самый лучший инструмент в поиске пробитий. Именно за счет теней я отличаю отскоки от пробитий, нахожу эти пробития и умею их определять именно в нужный момент. Но это уже отдельная тема. Мы будем рассматривать тени, которые указывают на пробитие, то есть тестирование уровня, и тени, которые указывают на отскок. То есть те тени, которые обозначают, что уровень сильный. Это пока рановато, это будет в будущих видео. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эти новые видео. Итак, чем же у нас хороши так свечи? Своими комбинациями, которые они в принципе делают. К примеру, да, вот у нас свечная комбинация, которая указывает на повышение. При определенных условиях, естественно. Видим импульс вверх. Далее, здесь комбинация, которая указывает на понижение, видим движение вниз. Опять же, при определенных условиях. Эти свечные формации называются паттернами. Паттерны — это то, что у нас повторяется из раза в раз. Те ситуации, которые, в принципе, похожи. Закономерности, которые работают. Вот, к примеру, видим здесь похожую формацию на вот эту. То есть это у нас все паттерны. Паттернов существует очень большое количество. Я не знаю абсолютно названий никаких паттернов. Я только определяю их на взгляд. И я вам, кстати, не советую запоминать их названия. К примеру, могу сказать, вот вы несколько раз видели какого-то человека, далее вы решили познакомиться, спросили его имя, он вам назвал свое имя, потом проходит один день, вы это имя забываете, но лицо у вас всегда остается в памяти. Вот так должно работать запоминание паттернов. Вам нужно сфокусироваться именно на движениях, сфокусироваться на взгляде. Вы должны запомнить это визуально. Паттерны вы можете, в принципе, загуглить и найти в интернете. Их там множество. Итак, в совокупности с чем у нас срабатывают эти паттерны? В совокупности, естественно, первым делом с трендом. Ну и в совокупности с уровнями. Вот, к примеру, у нас здесь потенциал на понижение. Если здесь можно посмотреть вот такую вот формацию, то это, в принципе, формация, указывающая на повышение, но цена пошла вниз по общему потенциалу. Также после нее сразу образовалась формация, указывающая, опять же, на возможное повышение, но цена пошла вниз. То есть ориентируйтесь на тренд. Я думаю, все знают, что такое тренд. Тренд — это у нас общее движение цены вверх или вниз. Тренд на понижение — это когда цена отскакивает все ниже и ниже. Тренд на повышение — это когда цена отскакивает все выше и выше. Также, что еще нам свечи могут говорить? Свечи могут нам говорить силу продавцов или силу покупателей. К примеру, здесь мы видим огромнейшие свечи на понижение. Вот они. То есть здесь огромная сила у продавцов. Следовательно, можно предположить, что потенциал направлен на понижение. И видим здесь такие неуверенные свечи на повышение. То есть у покупателей сил мало, у продавцов много. Следовательно, цену тянут на понижение. Заходите желательно на понижение. Если мы видим сильные свечи в какую-либо сторону, к примеру, опять же здесь на понижение, и видим неуверенные свечи на повышение, то скорее всего это просто коррекция. Коррекция, простыми словами, это у нас откат. После отката следует дальнейшее движение вниз. Также помимо уверенных свечей есть свечи неопределенности. Вот, в принципе, хороший пример, смотрите. Давайте немножко приближу. Видим импульсы вверх, большие свечи на повышение, далее произошла коррекция вниз, и здесь мы видим такие неопределенные свечи, то есть открытие и закрытие свечи находятся примерно в одном месте. О чем это нам говорит? О том, что сил у цены вниз идти больше нету. Следовательно, здесь цена наткнулась на уровень поддержки,
видим сильные импульсы вверх, потенциал на повышение, следовательно, от уровня поддержки цену толкнут на повышение. Опять же, здесь видим неопределенную свечу, здесь у нас небольшая тень, то есть сил вверх идти больше нету, и скорее всего цену толкнут на понижение. Также свечи с большими тенями указывают на силу уровня. К примеру, вот здесь, вот смотрите, вот рисую уровень поддержки. Цена пыталась его пробить, долго об него билась. Потом цену толкнули на повышение от уровня поддержки. Далее возник импульс вниз, то есть последняя попытка продавцов перетянуть цену на себя. Цена опять подошла к уровню поддержки и очень резко отскочила. Все это произошло в пределах 5-минутной свечи. Следовательно, за 5 минут цена успела сходить на понижение и обратно на повышение. И образовалась у нас огромная тень. Мы видим, что огромная тень находится у нас внизу, и она возникла от уровня поддержки. Следовательно, можно ожидать импульс на повышение, который у нас и произошел. С свечным графиком можно придумать кучу различных закономерностей, различных стратегий и различных ситуаций, которые будут хорошо себя отрабатывать. Но постигается это опять же только с помощью постоянной практики. Напоминаю, что вы должны делать скриншоты каждой своей сделки, смотреть, на что вы ориентировались, искать ошибки, искать закономерности, и на основе этого у вас будет формироваться такое вот мышление. Вы будете находить вот эти вот свечные формации, вы будете знать, как у вас образуются свечи на графике. Ребят, без практики у вас ничего не получится. Вы можете найти в интернете паттерны, но у вас они все равно работать не будут как надо. Поэтому только постоянная отработка, постоянная практика. Только так можно научиться торговать. По-другому это сделать не получится. Итак, в следующем видео у нас речь пойдет об уровнях поддержки и сопротивления. Более подробно поговорим про эти уровни, как они в принципе образуются и на что они указывают. Там будет, скорее всего, много интересных фактов об этих уровнях. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего, всем профита и всем пока.